Всем привет. Какой третий этап РДС GP, да? Да. Не, погоди, четвертый. Прикинь, 3 этапа пролетели. Мы толком не ехали, ломались, проигрывали заезды, квалы не проходили. Вот. Это у нас этап 4, Мечково. В принципе, для нас трасса родная, можно сказать. У нас здесь бокс, мы его арендуем, мы здесь машину строим, обслуживаем. Вот. Тренировки у нас проходили четверг-пятницу и ездили по мокрому и по сухому на этой трассе. Я здесь уже РДС Европы ездил один этап, поэтому, может быть, чуть оно более родное, более понятное. В первую очередь мы решили вопрос с рулем, с гидроусилителем, да, заставили работать электрический насос, поменяли много рейк, вот, в итоге нашли рейку, которая заработала. По крайней мере, руль начал вращаться, обратная связь нормальная, да, то есть ничего не заклинивает, можно ехать. Вот. Сейчас уже это первый этап, где мы начали Винтерс редукцию подбирать. Но в итоге себе во вред только это сделали. После этого у нас все заезды квалы, машина узко ехала, да, в отсечке не доезжала до клипа. Причем изнутри мне это не было понятно, потому что ты как бы об этом не думаешь. Ну, отсечка, да, думаешь, просто у тебя мощности хватает и все, там, ты едешь в отсечке. Левой ногой часто смотрю, все чаще и чаще пришлось прижимать ОЗ-1, ОЗ-3. Вот. В четверг, в пятницу было меньше зацепа, и поэтому такая редукция подходила. А как только зацеп становится больше, скорость машины растет, и тебе обратно надо вернуть более длинную редукцию на несколько процентов, чтобы машина снова собирала клипы. У меня была еще такая поломка, да, то, что у нас машина не заводилась один раз. И потом я поехал в парных с Гочей, уже конец вчерашнего дня был. Я перед ним лидером проехал, вот, мы поменялись, там была очередь, потом была чистка трассы, я заглушил. Уже на старте он стоит первым, я рядом стою. Я завожусь и не могу завестись. Вот. Он меня ждал довольно долго, да, там, чуть ли не минуту. В итоге я не смог завестись, потом у меня просто даже зажигание перестало включаться, да, там что-то, какой-то провод отсоединился, да, и в итоге меня эвакуатор довез. Вот. Жалко, что за Гочей не смог вторым проехать. Давай морду хотя бы. А? Морду к боксу подтянем. Как? Троссер ругался. Давай. Опять отрубился, падла. Блин. Ну, давай я попробую. Давай. А там просто за бодрых проездов такая история. Ты водичку взял мою? А твой где? У нас 1 на 2. Золотой микрофон. Брат сюда говорит. У нас 1 на 2 золотой микрофон. А давай ты его вот туда вовнутрь повесишь, чтобы сказать... Ты можешь сюда в карман положить его.
Чтобы если кто-то обратиться хотел, К администратору сразу. С новым дрифтом, дорогие друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать на ADM Raceway. Именно этот автоспортивный комплекс принимает 4-й этап Гран-при Российской дрифт-серии 2023 года. И впереди у нас квалификационные заезды, в рамках которых мы, к сожалению, кое-каких участников не досчитаемся, помимо уже озвученного, вернее, Владислава Шубадерова. Вчера мы уже под занавес тренировочного дня не досчитались еще и Степана Азарова. Колеса крутятся, победы мутятся. Павлик натирает для аэродинамики. А он там подрет ей где надо, и она поедет как должна ехать. На ADM Raceway продолжается первая попытка первой группы участников квалификации 4-го этапа Гран-при Российской дрифт-серии 2023 года Анатолий Щербак. И Анатолий продолжает движение после Буридаши за белой линией, отталкивается к другому краю трассы, очень медленная перекладка, вторая внешняя позади, тем не менее, и вроде бы почти успел переложиться, но мимо внутреннего тачинга проскочил и поздно входит в ОЗ-3 Анатолий. Ай-яй-яй, перекладка раз, перекладка два, здесь зона потери темпа, тут надо снова было открыться после второй буксирной линии, и вот он, пожалуйста, финиш. 70 баллов за первую попытку получает Анатолий Щербак. Давляк на жопе померьте. Андрюха мерит. Давайте шины меня криво отслаиваются. 0,9. Шины меняем. Криво отслаиваются. Шины меняем сейчас. Там новые ставим. Что там шина? Она что такая отслаиваться начала? Смотри, ты вылетел на постановке одним колесом, не взял внутренний клип, путенько поехал по ОЗ-3, а остальные все плюс-минус взял. Нам либо давление поднимать, либо развал увеличивать. Подламывается покрышка. Сколько дали баллов? 70. За второй или первый? За второй. У меня что-то нога с педали, я в педаль не попал. То ли газ скользнул в пол, короче, то ли сцепление, я не помню. Какая-то педаль не нагалась просто. Я просто всю довез, я вот за это все собрал. У Последний. меня нога соскользнула просто с педали. Там надо что с педалями делать, короче. Надо причину, ну, какая-то херня, знаете, я просто скользнул и все. Я нажал, и она не поехала. Потом еще раз ногу снял, подставил, поехал. Что, ну ни разу не было, А? Ну ни разу ж не было. Да, здесь, видишь, Я тебе сейчас наклею на педали, у меня есть шкурка такая. Ну, чтоб... да. Она скользкая, она лучше, чтобы... Я на пол наклею несколько, У меня в тренажке, по-моему, было ребристое, да, металл, но он тоже скользит. да? Все шло хорошо, больше 90 баллов намечалось. И последняя манжа я
после перекладки неудачно, мы видео смотрели долго, что было, я включал третью, вот, почему-то не в тот момент как-то ее включил, и запортило мне сильно финиш, не добрал зоны на финише. Ну, некрасиво получилось, почти без газа как будто бы я доехал, но баллов стало больше, 80 там, а первое было 70. Вот. А в итоге мы, ну, 20 какое-то место, по-моему, заняли, вот, попали на Леню Шнайдера. Леня талантливый очень пилот, вот, талантливый парень, любит дрифт, старается, команду сделал мощную, тайм-ап. Вот, в принципе, ну, наверное, только положительное можно сказать и про его вождение, и про подход. Вот. У него Марк его любимый, он построил себе Марк под GP, вот, в принципе, на лучших компонентах, да. В принципе, хорошо едет, но, наверное, лучше, наверное, всего он ехал на белом Марке, который Европа. Мне кажется, здесь просто он чуть-чуть еще настроит его под себя и также лупить, наверное, будет, как и в Европе, да, там, также стабильно. Вот. Ну, он ехал очень быстро, мы посмотрели, у него скорость больше, темп больше, чем мой, хотя у меня тоже низкое давление, мощность у меня все есть. Почему-то он у нас не очень хорошо разгон получался. Вот. И мы понимали, что он быстрее, да, и что нужно чуть-чуть разгоняться прям максимально, да, и не отстать. А дальше уже, может быть, чуть раньше перекладываться, да, ни в коем случае нельзя запоздать с перекладкой, иначе отстанешь, да, уже с концами. Так, поехали дальше. Дмитрий Ермохин ждет пока своего соперника. Мы ждем ОМТ Аркадия Цареградцева и Денис Микальтов. Еще поборется за место в топ-16. Ну а сами переходим к выявлению соперника Дамира Идиатуллина. Анатолий Щербак и Леонид Шнайдер претендуют на это звание. Леонид, представитель команды Тайм-Ап, Макс Гроссман, напомню, с Данилой Скоробогатовым уже там, уже в топ-16. И нужно, конечно, составить им компанию. Такую установку себе дает Леня. И пока неплохо получается. Анатолий Щербак там срезал по рецепту Шикова, но вовремя остановился, в то время как Леонид Шнайдер русковато едет через ОЗ-3 и... Что там? Не дал переложиться Анатолий Щербак. Ну зачем же так? Толя. Скотч, пацаны, скотч. Я не знаю. Нормально, езжай, не вообще не парься. Так, все нормально, вообще не кипишуй. Ну, в смысле, как бы, едь хорошенечко. Про третью помнишь? Это я его ударил или что? Ну, ты его ударил. Я не понял. Не отпустил перед перекладкой. Толь, Все, погнали. все, давай Про сделай третью. хороший заезд, Ром. Третью, Все. помнишь? А мне кто-нибудь объяснит, какого у нас на прогреве бампер отпал передний? Анатолий попробует тронуться к зеленому. Зеленый. Это получилось. Куда уехал Леня в этот момент? Надо сейчас ждать. Вот теперь можно нажимать. Что? Да ну не как? может же быть. А что Поехал. произошло? Не включилась передача, скорее всего. Есть такое подозрение. Может быть, кстати, досталось там по заднему колесу. И не успели это детектировать, не было симптомов явных таких. Очень распространенная, к сожалению, ситуация. И можно вспомнить первый этап, когда Никита Шиков приехал в Чарли. Мы прошли, блядь. Ну да, мы знаем такого. Ты научил. Он виноват, он виноват. Вы мне сказали, что я виноват. Я чувствую, А мы что что знаем? Не, вы бы сказали, вы не знаете, а вы мне Я тебе сказал, что... Нет, вот он сказал, что я виноват. Нет, мы сказали, Он что мне ты сказал, ударил. что я не дал ему переложить, он мне сказал. Толь, Но я тебе говорю, Толь, пойдем пройдемся. Ну, брось это дело. Что-то ты сильно это. Пойдем. Я видел все. Я все видел. Не надо мне. И еще раз. Первым ты проехал хорошо. уверен, что я виноват. Толь, послушай, пожалуйста. Это все, ну, Вы мне с вами послушай, пожалуйста. Мы, в принципе, думали, что я виноват. Вот, что
я уже даже подрастроился, да, потому что все предыдущие этапы я бил лидеров, да, там, и из-за этого проиграл. Вот, но причем даже комментатор сказал, что скорее всего, да, там я не дал переложиться. Ну там действительно по камерам так и видно. Вот, и второй заезд ехал, я был уверен, что я проиграл заезд уже, да, то есть я лидером, ну, думал, просто уже поеду нам максимально как могу, просто, чтобы его довести заезд и все. Вот. Ну, и в итоге заезд проехал, а на финише уже Леню не видел сзади, да, то есть вижу, что он не доехал. Ну, значит, либо вылетел, да, либо развернулся, ну, либо что-то сломалось. Вот, оказалось, что у него, по-моему, коробка сломалась, да, и не включалась какая-то, наверное, третья передача. Вот. Ну, бывает. Можно сказать, что в этом году мы первый раз, да, в GP Top 32 прошли. И в том году я, по-моему, тоже, да, как у меня появилась леворукая Сильвия, я, по-моему, ни разу топ-32 не прошел, вообще ни разу. Вот, это получается, а раньше я заходил 2 раза в топ-8, 6-е место занимал 2 раза, на 13-й Сильвии. Потом я пошел вниз по синусоиде, вот, надеюсь, что смогу теперь повыше как-то забираться, да, там. Завтра с Дамиром едем, вот, в принципе, на самом деле, по прогнозу дождь, вот, я в дождь не очень хорошо еду, вот, я бы хотел, конечно, наверное, с Дамиром, интереснее был бы заезд по сухому покрытию, вот, ну, придется в дождь вкатываться. Вчера он попал в число байраннеров, как и его коллега и еще один супровод Евгений Лосев. И вчера, соответственно, соперников никаких не было. Кренделя на финише были, там даже следы можно разглядеть, такие, такой черный автограф Дамира Идиатуллина. Ну а теперь соперник есть, и зовут его Анатолий Щербак, и он даже чуть раньше срывается с места, чтобы не отпустить Дамира Идиатуллина на разгоне. Ну что ж, поехали. Сильвия против Супры. Опять несколько своеобразная постановка. Может быть, с этого ракурса так это выглядело. Не знаю уже, как все расценивать. Дамир Идиатуллин тем временем отрабатывает ОЗ-2, ныряет там под борт Супры. Анатолий Щербак, и снова разгруженное правое заднее колесо склоняется. Что-то подобное мы видели на тренировке. Надеюсь, что без проблем Дамир доберется до финиша. Там уже, скорее всего, будут радостно встречать спасатели. Все нормально. С той стороны глянь. Первым хорошо проехать. Вторым ты классно все сделал. Десять секунд. Классно. Поехали! Ну давай, Толя, не подводи. Там нет, конечно, deceleration зоны на выходе из ОЗ-3, но снижение темпа там происходит плавное, такое плановое и плавное, что и должно быть. Ну а сейчас вторая часть этого хита. Дамир Идиатуллин достаточно рискованно выполняет фуридаши, резко, ровно как это сделал Анатолий Щербак. Они уже отрабатывают вторую внешнюю клиппинг-зону. Пришло время той самой второй перекладки. Анатолий тоже очень здорово здесь отработал, собрал внутренний тач-н-гоу. Дамир Идиатуллин чуть-чуть отстает и прибирает угол, и все равно не догоняет Супра Сильвию. Ой-ой-ой, что происходит? Там совсем сгорел рабочий слой, что ли? На покрытии. Началом. Осудит-то. Да. Слушай, да все, в принципе, как на тренировочках, все как отработано. Можно было чуть пошире первую зону, но, к сожалению, вот так вот. Пока результата нет, пока непонятно. Парни пока не кричат, это хорошо. Все. Я считаю, в текущих рамках мы сделали все, что могли. Надо с машиной еще поработать, с настройками поработать. И дадим хороший бой. Нет еще решения. Заезды не видели? Как Дамир проехал сюда? Подальше. А я чисто лидером. Ну, чуть-чуть там такие, не идеально. Да? Хорошо, но не идеально. Соскакал сильно, да?
Ну да, но ты постановку чуть-чуть заузил. Я не добрал клипа, да, на постановке? Толь, давай посмотрим. Давай, не томи уже, но... Затомил нас ожиданием. Началом А своего судьи-то... А, нет, уже надумали. судьи, да. ОМТ, опять Максим Ахтямов. Максим, хватит прятаться за коллег. А вот Евгений... почему Евгений? Я лидером, походу, да, проехал? Да. А вторым, да? Да. А кто Ну, МТ это правда. выбрал? А? Какой судья МТ выбрал? Макс. Макс? С Дамиром заезд закончили. Вот. Один судья отдал ОМТ, 2 победу Дамиру. Я заезда не видел, как полностью все проходило. Мне сказали, я лидером чуть узковато взял, там пару мест. А вторым я проехал, сказали, что ближе, чем Дамир за мной. Вот. Поэтому вот так. Но я, в принципе, ехал спокойно, да. Вторым, ну, наверное, максимум выложился, то, что в данной ситуации мог. А первым я чуть-чуть сделал коррекцию на то, что асфальт холодный, да, что можно вылететь с трассы. Вот, чуть-чуть, может быть, я, да, может быть, капельку поаккуратничал на постановке первым, да, там, чуть-чуть. Вот, но в целом вроде неплохой тоже лидером, да, я проехал. Может, где-то чуть-чуть не идеально, да, по ширине, но хороший был тоже заезд. Я думаю, что, ну, в целом получилось, как получилось. Главное, никого мы не ударили, как раньше, да, там. Вот. Уже прошли в топ-16 после того, как прошлый год мы ни разу топ-32 не прошли. В этот раз мы первый раз вышли в топ-16. Я думаю, сейчас пойдем вверх по прогрессии до финала. В принципе, я был готов ехать до финалов, ну, был нормальный настрой. И понял, как и вторым здесь ехать, и первым более-менее разобрались с редукцией, совсем с мощностью совсем, да, то есть все работало нормально. Единственное, я рад, что дождь не пошел. Приходилось бы напрягаться, да, что-то мудрить там. Вот. Мне хотелось по сухому заезд сделать. Но по машине есть что сделать. У нас очень много лишнего веса в машине. 70 килограмм на железной двери. Я думаю, если бы машина была чуть-чуть быстрее, вот, чуть-чуть легче, чуть-чуть быстрее, то нас бы уже трудно будет догнать. Вот. Что, увидимся где в следующий раз? По-моему, Красноярск.